Владельцы часто спрашивают об использовании овощей и фруктов в рационах своих питомцев и насколько это необходимо. Для плотоядных и всеядных животных овощи и фрукты не могут быть основным источником витаминов и нутриентов. В основном мы используем эти компоненты как источники клетчатки, также необходимых для плотоядных. Но этот компонент составляет, как правило, незначительную часть от рациона. Также эти овощные или фруктовые компоненты могут быть хорошей заменой лакомства, потому что не несут в себе какой-то пищевой нагрузки и практически не содержат белковых составляющих, которые нередко являются причиной пищевых раздражений, но привлекательны для собак и хорошо заменяют лакомства, которые готовятся из белковых компонентов. Что касается кошек, то для них нет каких-то узких категорий. Одни кошки с удовольствием могут есть дыни, другие с прекрасным пищевым интересом употребляют оливки и зеленый горошек. Все это очень индивидуально, не является противопоказанием к использованию. Однако все зависит от количества употребляемых компонентов. Если будет переизбыток, то, скорее всего, это спровоцирует пищевую непереносимость и диарею. Но быстро можно привести животное в норму, просто дав возможности опорожниться кишечнику. Что касается применения в рационах грибов, то для животных, плотоядных и всеядных, это также не является источником белковой составляющей, но и не может быть основным источником рациона. Поэтому применять рутинно или как основной источник питания все-таки не рекомендуется. Хотя, если собака или кошка съест гриб, естественно, допустимый для употребления в пищу, то ничего критичного не произойдет. Все зависит от количества, которое будет съедено. Существует список овощей и фруктов, которые категорически не должны употребляться животными, потому что вызывают у них специфические факторы, способные привести к летальному исходу или спровоцировать серьезные пищевые отравления. Это лук, чеснок. Также в ту же категорию можно отнести шоколад, кофе. Есть некоторые сорта винограда, которые провоцируют почечную недостаточность, но, к сожалению, четко отследить, какой именно из сортов провоцирует в большей степени, пока мы не можем. И с этой точки зрения рекомендуем просто отказаться от применения данного фрукта в рационе животных. То же самое относится и к высушенным формам, то есть к изюму.